Привет всем! Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Елена. Мои дорогие, в этом видео я вам хочу рассказать, что в эту мою поездку в Иран меня немного расстроило, или можно даже так сказать, удивило. Это исключительно мое субъективное мнение. Я не обобщаю всю страну в своих комментариях, то есть я пребывала в провинции, в провинции Ларистана, в городе Харамабаде, и исключительно ориентируюсь по данным обстоятельствам, которые меня окружали, то есть это только мое субъективное мнение. Спасибо, что вы пришли на этот канал, благодарю вас за лайки, подписки и поехали! Итак, что же меня расстроило? Мои дорогие, стресс на дороге. Ты постоянно испытываешь стресс как пешеход, когда ты хочешь перейти улицу, потому что у нас в Беларуси мы очень соблюдаем правила дорожного движения и в качестве пешехода, и в качестве водителя. В Иране, к сожалению, такого нету. Ты испытываешь огромнейший стресс, и тебе нужно просто кидаться под колеса машины для того, чтобы перейти улицу. К этому вроде бы привыкаешь постепенно, но в любом случае немножечко раздражает и напрягает этот факт. Это вот так вот мы переходим улицу в Тегеране. На пешеходном переходе никто даже не хочет пропустить. Вот такая. Не испытываешь вот этой вот безопасности в местных автомобилях. Местные автомобили — это в основном местное производство, и ты реально ощущаешь, что это просто какая-то коробка на 4 колесах, где не пристегиваются, когда едут в машине, нет специального кресла для детей, никто ничего не соблюдает. Я вот с местными тоже жителями разговаривала, у них, так как местное производство вот такое вот, оно выпускает машины низкого качества, которые не гарантируют безопасность пассажира, то поэтому местные власти никак сильно не цепляются к тому, что вот дети, например, не имеют специального кресла. Я считаю, что это не очень такой положительный пункт, и реально иногда бывает, когда едешь по дорогам в темное время суток, я не знаю, вот у меня постоянно было какое-то ощущение вот такой вот страха, не испытываешь безопасности. У них в Иране очень много смертей на дорогах. Дети сидят где хотят. Это может быть на коленках у мамы спереди, это может быть сзади, на заднем сидении. Но вот нету такого, вот, как у нас, что обязательно должно быть детское кресло, ребенок пристегнут, все пристегнуты. Я опять-таки не хочу обобщать весь Иран, но я уверена, что такая ситуация во многих машинах творится. Я вижу, что ко мне приклеился молодой человек. Я такая думаю, это продавец, не продавец, что такое? Я говорю, а что вы хотите? Почему вы ко мне приклеились? Так я продавец. И вот у них вот такой странный какой-то вот идет метод продаж. То есть иногда тебя просто могут спросить, конечно, что вам помочь как-то, что-то, чего-то, ты скажешь нет, и он отклеится. Но пару раз я встречала такое, что вот просто за тобой тупо ходит шаг в шаг, дышит тебе в спину, и реально это напрягает. И в Иране, в магазинах одежды это часто. Таким образом, наемные продавцы показывают своему хозяину то, что я работаю. Вот. Но, конечно, клиента это напрягает. Очень мне в этот раз кинулось в глаза черные плакаты на улицах города. Мои хорошие, в Иране, когда кто-то умирает, они всевозможными способами показывают и кричат об этом на улице. Должны скорбить абсолютно все прохожие, родственники, соседи. На домах после того, как кто-то умер, расклеиваются черные плакаты. Это могут быть фотографии умершего человека. И вот иногда идешь, и просто вот чуть ли не через каждый дом расклеены вот это вот траурные плакаты, и, конечно же, немножечко это вот становится не по себе. И, конечно, несколько моментов, связанных с тяжелой экономической ситуацией людей. Я была очень расстроена, когда утром увидела, что на площади собираются рабочие, которые ожидают, что им предложат работу. Я такое видела только в фильмах старых с Джимом Керри, и в Иране, к сожалению, до сих пор такое есть. Особенно меня расстроило то, что я видела два мужчины такого глубокого достаточного возраста дрались за место работы. И в основном очень расстраивает именно то, что это не молодежь собирается, а в основном собираются старики, которые ищут работу, какую-то подработку. За ними, вот, например, приезжают на машине и говорят, там, мне надо там 2 человека покрасить стены. Может быть, связано со строительством, то есть именно вот такая рабочая сила.
И я говорю, меня очень расстроило, когда я видела, что два старика чуть ли не дрались за место работы. Конечно же, на улицах города можно увидеть много просящих милостыню. Это могут быть и дети, и старики. И, конечно же, расстраивает именно тот факт, что ты видишь очень много просящих милостыню детей. А также расстраивает то, что много детей, которые работают в своем юном возрасте, когда ребенок должен именно радоваться жизни, познавать все прелести детства. Например, мы как-то сидели в парке, и к нам подошел мальчишка. Ну, вы знаете, интересно то, что они не то, что цепятся к тебе, что дай денег, а, например, какую-то мелочевку продают, это может быть жвачка, какие-то батарейки, носки. Так вот, мы как-то сидели в парке и кушали мороженое, и к нам подошел именно вот такой мальчишка, не знаю, до 10 лет мне показалось, и он продавал носки. Мы сначала сказали, что нет, но вы знаете, я потом увидела, что у него терминал с собой был. Я очень удивилась этому факту. Конечно, то, что ребенок занимается продажей, ну, как-то сказать, для того, чтобы как-то себе на существование своей семье заработать, это очень прискорбно. Но именно вот то, что он провел нам продажу картой, вы знаете, для меня это был реально шок, потому что у нас такого нету. И большие сложности, чтобы приобрести терминал. А там как-то все с этим очень просто. Следующий факт, можно заметить, насколько раздражены люди. Когда ты едешь в такси, особенно в такси, когда пробки какие-то, очень вот, не знаю, повсеместное какое-то раздражение очень сильно ощущаешь. Никто никого не пропускает, только сидят все и ругаются друг на друга. Вот какое-то напряжение, я, конечно, понимаю, что это все связано с тяжелой экономической ситуацией, с тяжелой жизнью, но это очень ощущается, что вот повсеместное какое-то раздражение. Может быть, туристы это не так ощущают, я не знаю, но в качестве вот как местного жителя это очень можно почувствовать. При общении с иранцами основной темой разговоров является политика. Политика, и, конечно же, и иранцы просто обожают ругаться. Я имею в виду, что ругать политику, то есть это всегда главная тема разговоров. Вот тот это сделал, тот это сделал. Практически в любом, что семейном кругу, что где-то люди разговаривают, ну просто только о политике, о том, как плохо и тяжело жить. Это, по-моему, сейчас уже стало отличительной чертой иранцев. Также огорчает немножко, что когда разговариваешь с местными жителями, очень часто встречаешься с тем, что люди хотят уехать. А люди хотят уехать из Ирана за границу, считая, что за границей медом намазано, и все их ждут с распростертыми объятиями. Опять-таки это все обусловлено тяжелой жизнью многих, можно понять, вот, но вы знаете, я так думаю, что иранцы не всегда осознают, что за границей многие живут намного хуже, чем они сами. Не хочу поднимать эту тему, но вот это вот расстраивает то, что люди очень хотят покинуть свою страну. Для многих это просто какая-то утопия, это просто какая-то мечта, вот, но тем не менее такая мысль проскальзывает у очень многих людей. В этот раз меня очень удивило, что нас постоянно предостерегали о том, что смотрите, держите сумку, возможно, кража, остерегайтесь местных быдла. То есть на персидском их называют лед, а я не... Лед — это вот эти пареньки, так скажем, с улицы, которые могут к тебе подойти и прицепиться, и, наверное, какие-то деньги, может быть, потребовать. Я не знаю, я, честно говоря, ни разу в Иране такого не встречала. Но недавно мы слышали даже историю, что друг моего мужа, у него забрали на улице телефон, но это было в столице, под угрозой ножа. Он, конечно же, его отдал, но, вы знаете, вот часто мы, например, даже вечером в ресторан куда-то с мужем выходили, родители мужа: смотрите, осторожно, позвоните, то есть постоянно за что-то беспокоились. Для меня это было немного странно, потому что когда ты на улице находишься, у тебя полное какое-то чувство вот расслабленности, безопасности, но, тем не менее, вот такие предостережения были. В этот раз пребывания моего в Иране я заметила низкое качество услуг. Хотя, вы знаете, опять-таки я говорю про провинцию. Я с невесткой, это жена брата моего мужа,
Мы вместе как-то пошли с ней в местный салон красоты, ногти сделать, шелл-лак. Вот. Вы знаете, очень низкое качество работ, услуг. Вот, ну, я это и раньше наблюдала, например, может быть, это вот с нашей точки зрения, ну, вот парикмахерские услуги, вот все, что связано с услугами красоты, на мой взгляд, в Иране немного низкого качества. Это если сравнивать с мне, вот с Минском, например. Но опять-таки я не буду утверждать, что вот везде так, в Тегеране так. Нет, я говорю, вот, ну, я была в Харамабаде, говорю про Харамабад, но это я встречала не один раз. И вот я что хотела рассказать, вот у них, например, ну, допустим, парикмахерская, да, должны соблюдаться какие-то нормы, там, нормы санитарные, вот, ну, вот как мне рассказывали, у них приходят в парикмахерскую, например, контролеры, грубо говоря, и им важно, ага, у вас тут окно большое выходит на улицу, а не видно ли с этого окна, что здесь женщины сидят без платков? То есть, понимаете, больше важно то, что, чтобы никто никого не увидел без платка, чтобы соблюдались нормы хиджаба. Это намного важнее, чем нормы какие-то санитарные. Вот. И им говорят, нет, тут же такое зеркальное окно, с улицы вообще зеркалит, то есть ничего внутри не видно, а все замечательно, до свидания, все, галочка поставлена. То есть вот это немножечко меня тоже так расстроило, честно говоря. Затем низкое качество продукции. Я сейчас хочу сказать только про местные сладости. Вы знаете, раньше там были такие вкусные эклеры, такие вкусные рулеты иранские. В этот раз вот я ехала, так прям мечтала попробовать вот этот вот эклер знаменитый иранский. Но, к сожалению, вот в нескольких местах мы пробовали не то качество, не тот крем, замена какого-то более дешевого сырья идет. Вот вкусного так я и не попробовала, сладости уже не те, поэтому, ну, тоже меня это немного расстроило. Низкое качество одежды. Конечно же, из-за того, что население падает уровень жизни, стараются ввозить товар более низкого качества, чтобы он был дешевле. Вот реально вот очень часто чувствуется, что вот там маечка какая-то, она уже не хлопковая, какая-то вот такая вот. Есть и товар высокого качества. Я не говорю, что там только ширпотреб продается. Нет, есть хорошие товары, но естественно, что они идут более высокой цены, но очень-очень много стало на рынке вот этой вот китайской одежды низкого качества. Также мной было замечено, что, например, покупаешь на улице мороженое в рожке, и продавец не соблюдает никаких норм санитарии, тебе вот этими руками, которыми только что отсчитывал купюры грязные, он себя вот так вот опачки и берется за этот рожок. У нас как-то так салфеточкой стараются, чтобы не касалась рука самого продукта питания, а там часто вот наблюдала такую ситуацию. Там, или тебе там трубочку эту же дают, там, этой же грязной рукой. Ну, как-то вот в пару местах я такое видела, и это не очень понравилось. Также вот я говорила про низкое качество, вы знаете, как это вот фастфуд стал тоже не очень вкусный, но опять-таки не обобщаю, пару раз мы покупали какие-то бургеры на улице, это вот не знаю, ну не то, что было раньше, а то ли у меня уже какая-то вот такая вот проблема какая-то пошла в голове, но это отмечаю не только я, и мой муж иранец, пицца не та стала, вот бургеры не те стали, все какое-то вот, мы даже вот и в рестораны ходили тоже дорогие, не то. Есть места с очень вкусной кухней, но вот я говорю, что если раньше вот повсеместно было что-то такое вкусненькое, сейчас, наверное, из-за того, что стараются удешевить готовый продукт, используют более низкокачественные продукты, поэтому пища становится не такая вкусная. Восточная страна, раньше идешь за покупочками, постоянно что-то там торгуешься, скидочки какие-то давали, то есть и сам этот процесс доставлял удовольствие. Но, вы знаете, я уже заметила, что давным-давно уже никаких скидок никто не дает, и когда ты пытаешься торговаться, на тебя смотрят вот такими глазами и могут тебя послать подальше, грубо говоря. Немножечко расстроил этот факт, что больше нету скидок. То ли мне и попадались не такие продавцы и магазины. В этот раз мы попали в Иран на месяц Мухаррам. В этом месяце очень часто раздают назри. Назри – это вот как в моем понимании, когда люди что-то просят у Бога, то готовят много еды и, по идее, должны раздавать эту еду бедным для того, чтобы сбылось то, что вот они загадали. Но все чаще становится это
вся вот такая вот традиция перетекает в такую галочку, когда еда раздается действительно не по бедным людям, а просто по соседям. Когда тебе не надо ездить где-то искать бедных, какие-то районы такие, а так более удобнее. И последний пункт, который я хотела отметить для вас, это то, что, вы знаете, вот я в этот раз услышала очень интересную фразу от сестры моего мужа о том, что Иран – это витрина счастливой жизни. И я действительно раньше так и думала, что все эти традиционные браки, которые, значит, были организованы родителями жениха и невесты, что они такие счастливые и долгие, то есть нет разводов. Но в этот раз, вы знаете, я приехала и очень часто слышу, что там развелись, как там вот у одной женщины там муж даже пьяница, я слышала. Как-то вот, ну, меня действительно это немножечко удивило, потому что у меня был такой стереотип, что там счастливые семьи живут. Но, оказывается, нет, так как очень важна, люди очень зависимы от мнения соседей, от мнения людей, там очень важно играть театр, чтобы все думали, что у всех все хорошо. Ну, на самом деле, там такие же люди, как и у нас, там такие же проблемы, как и у нас. Поэтому то, что скрывает закрытая дверь, это, так скажем, секретики каждой семьи. Но это далеко не то счастливое счастье, которое вот мне раньше казалось. Спасибо, что вы досмотрели это видео до этого момента. Буду очень благодарна вашим лайкам, обратной связи в виде комментариев. Если вы первый раз попали на мой канал, подписывайтесь, здесь будет много интересных видео. И до новых встреч!